В маленьком офисе в городе Сиэтл работала скромная и трудолюбивая женщина по имени Сара Джонсон. Она была матерью-одиночкой, воспитывавшей 6-летнего сына по имени Алекс. Каждое утро она просыпалась затемно, готовила завтрак, собирала сына в детский сад, а потом спешила в центр города, чтобы не опоздать на работу. Сара трудилась в отделе документооборота крупной компании, где всегда была тиха, вежлива и незаметна, как шестеренка в огромной машине. Однажды утром детский сад неожиданно закрылся на дезинфекцию. Не имея ни родственников, ни нянь, Сара оказалась перед трудным выбором – остаться с сыном и потерять заработок или привести его с собой на работу. Она выбрала второе. Алекс тихо сидел рядом с ее столом, рисуя на листках бумаги, пока Сара продолжала выполнять свои обязанности. Однако к концу дня об этом узнал начальник ее отдела. Он строго придерживался корпоративных правил и не терпел отклонений от нормы. На следующий день Сару вызвали в офис и уволили без долгих разговоров, без права на объяснение. Она приняла это с достоинством, сдерживая слезы лишь ради сына, стоявшего рядом и не совсем понимающего, что произошло. Но история не закончилась на этом. На другом этаже того же здания находился офис владельца компании, миллионера и филантропа по имени Майкл Харпер. Он редко спускался в отделы, но в тот день случайно оказался рядом и заметил, как Сара вела сына, держа в руках коробку с личными вещами. Он вспомнил ее, ту самую скромную сотрудницу, которая всегда оставалась допоздна, помогала другим и никогда не жаловалась. Майкл лично изучил ситуацию, поговорил с другими сотрудниками и охраной, просмотрел записи с камер. Он был поражен. Вместо нарушения дисциплины он увидел женщину, которая борется за свою семью, не оставляя работу, несмотря на трудности. Его решение было мгновенным и окончательным. Сару не только вернули на прежнюю должность, но и перевели в отдел с гибким графиком, чтобы она могла совмещать материнство с работой. Кроме того, Майкл оплатил Алексу год пребывания в частном детском центре недалеко от офиса. История Сары стала известна среди сотрудников, распространилась в соцсетях и напомнила многим: иногда достаточно одного акта доброты и справедливости, чтобы изменить чью-то жизнь. И однажды скромная мать, которая думала, что потеряла все, поняла, она не одна, и добро может прийти тогда, когда его совсем не ждешь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.